Итак, сегодня мы соберем чертополох, относительно простое растение. Относительно, потому что здесь достаточно легко собирающийся стебель, и при этом есть нюанс в виде его замечательных колючих шишечек, которые надо будет набрать на фрагменты стебелька. В работе мне понадобятся, как обычно, различные пинцеты и скальпель для съема растения с платы. Сейчас я заменю на скальпеле лезвие, потому что кончик обязательно должен быть острым. После прошлой сборки он сломался, а для работы нужен предельно острый кончик. Это все, что мне понадобится для съемки. Для сборки мне понадобится паяльная станция, припой и ортофосфорная кислота. Я использую японскую паяльную станцию Lucky 936D с китайскими медными жалами и припой POS 61. Вот я поставил свежее лезвие на скальпель и начинаю снимать с поддержек наше растение. Режем аккуратно вместе стыка поддержки и детали. Наша задача, отрезая, попасть лезвием в угол ступеньки, где полутравный листик касается нетравной поддержки. За счет разницы в толщине лезвие хорошо ложится в этот уголок и производит достаточно аккуратный рез, оставляя за собой очень маленький обрезок. Поддержки здесь очень тоненькие, снимаются легко благодаря тому, что весь лист зубчатый и рифленый, проблем с остающимися фрагментами не будет, даже если у вас что-то останется. Чертополох богат всякими колючками, выступающими частями, все это будет незаметно. А вот здесь вы можете заметить, что я нащупываю ступеньку между нетравной и полутравной частью и просто слегка нажимая лезвием, чуть-чуть двигаем вперед-назад, отделяю одну часть от другой. Вот так я проверяю, все ли поддержки отделились на данном участке. Оп, и вот легко незаметно наш чертополох покинул плату. Здесь попадается немножко не отделившихся поддержек. Теперь нам нужно снять немного материала для шишечек. У нас должно быть здесь 2-3 шишечки. Каждую шишечку лучше делать из 3 звездочек, поэтому сейчас мы снимем необходимое количество также аккуратными резами. Звездочки готовы и можно приступать к сборке, но сначала со звездочками надо провести одну манипуляцию. Поскольку звездочки должны сформировать шарик, мы возьмем такой инструмент как дотс, его используют для маникюра, много чего еще в моделизме тоже распространен. И данным инструментом их надо немножечко помять. На мой взгляд, это лучший инструмент для придания латунным деталям сферической формы. Аккуратно прикрывая пальцем, чтобы звездочка никуда не улетела, выгибаем ее.
Сильно сминать ее не надо, нам необходимо получить не более чем полусферу. Этот предварительный изгиб облегчит нам формирование шарика уже непосредственно на чертополохе. Дотсом, вот так вот упираясь в центр звездочки, мы сильным нажатием ее выгибаем. Вот наша звездочка облегает шарик Дотса. Отложим звездочки в сторону и приступим к пайке. Чтобы не портить коврик, я обычно использую кафельную плитку. Кладем наше растение нейтральной жилкой наверх, она идет по центру стебля. Паять будем жилкой внутрь. Снаружи для удобства сгибания и намечен небольшой полутравный сгиб, по нему растение сложим. Для облегчения лужения травим жилку ортофосфорной кислотой. Дальше я чуть подробнее скажу, для чего это нужно. Набираем на кончик жала припой и, придерживая деталь, лудим нашу полутравную жилку. Припоя много не берем, иначе все зальем, но и слишком мало будет плохо, потому что нечем будет лудить. Теперь аккуратно складываем растение по нашей жилке пополам и прижимаем одну половинку к другой. Прижимать настоятельно рекомендую пинцетом, потому что когда деталь разогреется, держать ее пальцами будет удовольствие сильно ниже среднего, а от того, насколько хорошо мы прижмем, зависит то, насколько качественно половинки спаяются. Все, стебель собран. Теперь растение можно посадить на штифт. В этом месте пайка немножко разошлась, сейчас мы здесь подпаяем. Прижимаем одну половинку к другой, просто хорошо держим, давая припою разогреться в обеих половинках. Растения, которые потом будут устанавливаться в базу, я рекомендую сажать на металлический штифт. В качестве штифта обычно я использую стальную проволоку диаметром 0,6 мм. Макаем кончик в ортофосфорную кислоту и лудим.
Если припой с первого раза равномерно не лег, процедуру можно повторить. Теперь одну деталь припаиваем к другой. Вот оно все хорошо пропаялось. Штифт на растении на базе в глаза бросаться не будет, зато устанавливать растение с остальным штифтом будет значительно проще. Берем мой любимый инструмент третья рука и зажимаем растение в него. Далее нас ждет крайне тонкая и деликатная работа. Стебли, на которых будет держаться наша шишечка, в некоторых случаях будет не лишне подшкурить, чтобы звездочки садились ровнее, мягче, безо всякого усилия. Второй штифт тоже нужно немножко подшкурить. Все, основание готово, лудим. Теперь на сцену выходят те самые наши звездочки. Сначала все 3 звездочки мы одеваем и проталкиваем как можно дальше. Теперь травим их кислотой. Ортофосфорная кислота убирает слой окисления с металла, затрудняющий процесс служения нанесения латуни на металл. Соответственно, чтобы пайка происходила значительно легче, рекомендую обработать поверхность ортофосфорной кислотой и далее наносить припой. Аккуратно придерживая звездочки, аккуратно припаиваем их.
Теперь пинцетом или утконосами дожимаем звездочки до шарообразного состояния, чтобы образовать характерный для чертополоха бутон. Далее повторяем процедуру со вторым штырьком. Обычно достаточно нагреть центральный стерженек, на котором они сидят, на котором уже есть необходимое количество олова, чтобы все спаялось. И снова пинцетом или утконосами, чем вам сподручнее, формируем шарик. Два наших бутона готовы, осталось красиво развернуть листики. Для этого удобнее будет использовать пинцет с острыми кончиками. Дополнительно покрутим наш стебель вокруг своей оси, чтобы еще больше развести листики в разные стороны. Бывает ситуация, когда из-за усталости металла листик отламывается. Проблема не самая большая, решается припаиванием его обратно.
Хотя фототравление можно собирать и на клей, но одна из причин, по которым я предпочитаю собирать подобные вещи на пайку, это то, что пайка позволяет зафиксировать детали с минимальной площадью контакта, там, где клей не будет держать. Наш чертополох готов, остается его красиво покрасить и воткнуть на диораму.